Приветствую всех! Это был отрывок из короткой, простой версии сонаты номер 17 Бетховена, третья часть. Это произведение очень сложное для исполнения, поэтому я сделала простое переложение для моих учеников. И это переложение находится в 4-м томе моего учебника «Un vol vers le piano». Начнем с правой руки. Первый палец на ми, затем до, си, ля. И вот этот короткий мотив мы должны сыграть 3 раза. Начну снова. Ми, до, си, ля, ми, до, си, ля, ми, до, си, ля. А вот в 4-й раз есть небольшое изменение. Ми, до, ля, си. Те же ноты, но немножко изменен порядок. Следующая фраза. Очень похожая, но на этот раз мы играем ми, ре, до, си. Ми, ре, до, си. Ми, ре, до, си. 3 раза я сыграла эту короткую фразу. И ми, ре, си, до. 4-й раз небольшое изменение. Продолжаю. Ля, ми, ля, фа. Фа, ля, фа, ре. Ре, фа, ре, си. Си, ми, си, до. До, ми, до, ля. Ля, ми, ля, соль, диез. Соль, диез, ми, соль, диез, ля. А теперь левая рука. Вначале она очень простая. Мы играем 3 раза ноты ля, до, ми. 3 такта без изменений. Затем перемещаем руку на клавиши ми, соль, диез и си. И играем 4 раза ми, соль, диез, си. И возвращаемся на ля, до, ми. Затем левая рука начинает перемещаться по клавиатуре в каждом такте. Ре, фа, ля. Следующий такт. Си бемоль, ре, фа. Соль, диез, си, ми. Ля, до, ми. Ми, ля, до. Ми, си, ре. Продолжаем. Ля, до, ми, ля. А вот здесь я предлагаю подключить правую руку сразу же, потому что, посмотрите, мы играем аккорд ля минор, ноты ля, до, ми. И вот эти ноты, они будут использоваться сначала левой рукой, а затем правой. Я повторю левую сначала. Ля, до, ми, ля. А затем правая рука продолжает. До, ми, ля. Подкладываем первый палец на клавишу до. Ми, до, ля, ми. И заканчиваем на ноте фа. Повторю еще раз этот пассаж левой и правой рукой. Ля, до, ми, ля, до, ми, ля, до, ми, до, ля, ми, фа. Левую руку надо поучить. Ее можно поиграть арпеджио. Но можно поиграть аккордами, чтобы запомнить, в какую часть клавиатуры мы перемещаем пальцы в каждом такте. И как только вы хорошо проработали правую и левую руку, можно играть 2 руками. Начинаем. Правая рука начинает с клавиши ми, ми, до, си. И вместе с нотой ля правой руки левая рука играет тоже ноту ля, октавой ниже. Ля, до, ми. И вот эта клавиша ми, она играется сначала правой рукой, потом левой. Обе руки очень близко находятся. Я снова сыграю сначала. Ми, до, си, ля, до, ми. И правая рука начинает тот же самый мотив. Ми, до, си, ля, до, ми. Ми, до, си, ля, до, ми. Изменение. Ми, до, ля. И вместе с нотой си левая рука будет играть аккорд ми, соль, диез, си. Ми, соль, диез, си. Правая. Ми, ре, до. Вместе с нотой си левая играет ми, соль, диез, си. Ми, ре, до, си. Соль, диез, си. Ми, ре, до, си. Ми, ре, си. И мы возвращаемся на ля, до, ми.
сыграю еще раз сначала эту часть. Если у вас получилась первая часть, мы переходим ко второй. Здесь я советую заранее готовить перемещение рук в левой руке. Я еще не начала играть правую руку, но левая рука, пальцы находятся уже на нужных клавишах. Это ре, фа, ля. Начинаем. Ля, ми, ля. И вместе с нотой фа левая рука начинает играть ре, фа, ля. Правая будет играть фа, ля, фа, ре. Но левая уже готова переместиться на си бемоль, ре и фа. Фа, ля, фа вместе. Правая начинает с клавиши ре, но левая уже на соль, диез, си и ми. Ре, фа, ре вместе. Правая си, ми, си. Вместе с до левая будет играть ноту ля, до, ми, до. Ля в правой, ми в левой. Ми, ля, до, ля, ми, ля. Соль диез в правой, ми в левой. Си, ре, соль диез, ми, соль диез. И продолжаем. Ля и ля. До, ми, ля. Правая до, ми, ля, до, ми, до, ля, ми. А следующую часть мы только что разобрали. Мы повторяем предыдущие 8 тактов. Левая рука начинает ре, фа, ля. Правая заканчивает фразу нотой фа. Фа, ля, фа, ре. Ре, фа, ре, си, си, ми, си, до, ми, до, ля, до, ми, ля, соль диез, си, ре, соль диез, ми, соль диез. И заканчиваем нотой ля в правой руке, а левая рука будет играть две ноты вместе. Ля и до. Вот такой небольшой отрывок из сонаты номер 17. Я вам советую послушать оригинал. Ну и как обычно, сыграю с начала до конца с нотами над клавиатурой.